такое впечатление, что только заряди и стреляй. Да, эти часы остановились больше 70 лет назад. А вот, ребята, и золото. Золотая монета, тяжелая, большая. Ох, вот второе, на что звонили мы. Ребята, это пистолет-пулемет Шпагина. В идеальном состоянии. Достан очень быстро, как вы любите. В кои-то веки. Без прелюдий. Ну, он торчал на тебя прикладом. Получился в разрезе практически этот пистолет-пулемет. Боевой автомат. Да, нижняя часть вся обгнила, дерево сохранилось. Вот магазину досталось конкретно. Ну и кожа тоже. А если не переворачивать, он как будто в идеале. И ремень солдатский. Есть, кстати, многие солдаты с ремнями, практически все. Большая часть кожи здесь сохраняется, дерево сохраняется, сталь не очень хорошо сохраняется. Болото бывает разной кислотности, видимо, из-за этого. Бывают на ремнях подписи, это тщательно проверяем обычно. Опа, часы. Вот это очень неожиданно. С осколочным. Сейчас почищу. Ну так, ребята, время остановилось для этого солдата. Вы знали, что, Ларик, что больше половины солдат вообще погибших в Второй мировой войне, но с нашей стороны, погибли от осколков и снарядов? Настолько плотно были осколки, что даже часы изрешечены. Те, кто погибали от пуль, потом лежали и тоже получали осколки. Ну, в том числе. Оп, смотри, открывается механизм. Я позволю себе открыть. Ох. Не хочется ломать. Да, эти часы остановились больше 70 лет назад. Вместе с человеческой жизнью. Коробочку берешь, высыпешь. Жалко, подписи, гравировки никакой нету. А вот сам противогаз. Бак мы, по-моему, достали уже. Надо в противогазе посмотреть. Подсумки патронные попадаются, детали от них. А вот и мундштук. Товарищ Курил. А что он завернул? Противогаз? Не, тут, вокруг него. Вокруг мундштука? Да. Нет, ничего. Вот так вложил в сторону какой-то. Это крышка от подсумка. Даже гильза.
Да, химический карандашик. Вот так болото сохраняет цветные металлы. Серебряная пуля, латунная гильза позолоченная. Часть ремня. Ремень простой, а это планшет. Пока непонятно. О! Вот эту ложечку. Честная вещь. Мы ее, честно говоря, уже видели. Но покажем вам. Положили просто, чтобы не потерять. Нашли солдата. Да. Она не деревянная, просто форма. Нет, она алюминиевая. Мы с Мишей-то офигели, когда ее видели. Вообще. Это самолета из алюминия. Я, кстати, знакомился с информацией. Алюминий плавили? Они брали сигнальные ракеты, они плавились более-менее легко. И всякие подобные алюминии. И выплавляли, а потом шлифовали. И причем это делали и советские солдаты, и немецкие. Секунду. Какой-то самодельный ремешок. Возможно, он был для ложки. Причем кольцо цветное и с этими. На ложке тоже кольцо. Цветное тоже, да. Возможно, для ложки, может, На какой-то. ложке проволока у вас какая-то. Не, Проволока. это что-то посолиднее. Может, для часов. Часы, может быть. Может быть, кстати. Да, кожаный ремешок для часов. Да, ремешок классный. Угу. Качественный такой. Сейчас таких не делают, я так думаю. Да, Да, вот, кстати. Ну, в основу похоже это самое. Да, кольцо металлическое. Да ну. Да. Ух. Как ты не наткнулся там, Михаил? Слава богу, я не прыгал в болото. Я думаю, что автомат позже упал. А вот это именно его оружие. Не видишь, ее патрон уже. Ох, какая она красотка. Угу. На предохранителе. Масло. Такое впечатление, что только заряди и стреляй. Да, да. И масло течет. Заметь, тыльник тоже сохранился, а здесь тыльник сохраняется очень редко. Граната РГД-33. Почти у каждого бойца встречаются где-то по 3 штуки. 2-3 штуки гранаты почти у каждого есть. Да, звезда шап. Вправо. Стоп. Иларион нашел монету. В переборе. Вот зачем, ребята, перебираем. Ни одна мелочь не пройдет сквозь нас. Видите? Демаркационная.
5 копеек 39-го года. Что это такое? Тоже самоделка алюминиевая какая-то. Это крюк, наверное, для котелка. Возможно. Если он двигается, то да. Для самоделки что-то хорошее более. Ну, по мне, так алюминиевый тоже литой. По-моему, это вообще какое-то народное творчество. Уж не знаю, для чего это, но выполнено из серебра. Что-то древнее. Взято на память. Вполне возможно. Я не понимаю, для чего это может быть. Да и не поймем, мы в старине не разбираемся абсолютно из деревни. Что оно не двигается. Только И оно очень сложное здесь по изготовлению. Это явно не в окопах сделано. И тяжелое, серебряное. Если потереть, видно, что это серебро. часов каких-нибудь никчемных. А у Миши еще что? Монета еще одна? Да. Тот же, походу, номинал, да? А вот, ребята, и золото. Золотая монета, тяжелая, большая. Скорее всего, с востока, потому что я вижу какие-то завитушки там. Но она вся разбитая. То ли изначально солдат с ней что-то пытался сделать, то ли так ее жизнь помотала. И на ней, кстати, 5 копеек и были, скорее всего, след такой круглый. Зачем ему было золото с собой тащить? Если внимательно посмотреть, слева и справа видны как раз арабские какие-то шрифты, ну, такого плана. Я не разбираюсь в данных языках. Да, она и есть. Карабинчик для часов или наоборот, как раз для, чтобы прицепить его куда-то. Вот такая цепочка вторая. У нее карабинчик и диаметр колечек поменьше. Да, еще один перочинный ножик был у солдата. Тем временем в отличную погоду Миша еще что-то обнаружил. Еще звезда и лопатка. Со звезды уже молот, серпомолот слетел. Инициалы как на ложке. Я понял. Миша еще одну монету нашел. Еще 20. Да, ребята. То ли монголы, то ли даже не знаю кто это. Скорее всего, какие-нибудь монголы. Ну, слушай, его опознать можем пытаться даже, на самом деле. Ну да, фамилия-то там по-любому. У нас есть УГН, подпись на 2 вещах. Ну да. Здесь Вот еще монеты. 20 копеек. 37-го года, 35-го.
Звезда, отвалился у него серп и молот. Еще одна монгольская монета. В принципе, отряда. Ты будешь еще набивать? Походу с бойцом закончено. Весь грунт оттуда вытащили. Да глина. Медальона, к сожалению, не обнаружено. А тут куча оружия. Да будет гром!